Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодняшнее видео, которое мы снимаем в городе Измаил, там, где мы проживаем с Александром, а это юг Украины, юг Одесской области, и мы отвечаем на ваши вопросы. Я выбрала два вопроса, которые наиболее часто встречаются в нашей почте, не только в письмах, но и в комментариях. Так вот, от новичков вопрос очень часто. Сейчас получаете, многие заказывают саженцы различные, получаете саженцы. И что значит открытая корневая система, что значит закрытая корневая система? Просят объяснить, я рассказываю, но просят показать, что это такое. Словами никак не понимают. Тогда я вот для новичков показываю. Вот закрытая корневая система. То есть вот этот саженец, вот смотрите, он растет, может быть горшочек, может быть стаканчик, может быть любой контейнер. Вот это закрытая корневая система. Видите, она здесь сформировалась в этой емкости, в этом пространстве. И здесь очень хорошо, кстати, удобно высаживать именно с закрытой корневой системой. Быстро растения приживаются и быстро готовятся к зимовке. Но очень часто сейчас вы мне присылаете фотографии, открытая корневая система. Вот отличие сейчас вы увидите. Может прийти вам клубника, земляника, вот так, с какими-то корешками непонятными, может быть даже сухие корешки, часто такое встречается, там разная сейчас клубника предлагается. Вот это открытая корневая система. Это клубника с открытой корневой системой. А это закрытая корневая система, а это открытая. Корни, подсушены корни, должны еще пройти срок, чтобы они адаптировались. Целая система для того, чтобы они начали расти. Нужно время, нужна им водичка, земля хорошая, ну и коренитель многие используют для того, чтобы это растение, время, замечательное время уходит на то, чтобы растение адаптировалось. Даже сейчас, если у вас уже север, и вы получили с опозданием посылку, вы можете выйти из этого положения очень просто. Не только с клубникой. Также многие спрашивают, получили с открытой корневой системой. Вот это открытая корневая система. Она не находится в каком-то пространстве с землей. Это открытая корневая система. Есть хорошие продавцы, которые обеспечивают зону корней влагой, используя различные там опилки, еще какие-то материалы, кокосовый субстрат, он влажный, запаковывают. Это тоже открытая корневая система, потому что у нас нету здесь земли, вот как в этом горшочке. Хотя очень уже активно начинают продавать в горшочках, в контейнерах растения уже с закрытой корневой системой. Понимают, что нужно заботиться о покупателе. Но давайте, пока все еще этим не занимаются, разберемся, что мы можем сделать. Особенно это касается теплолюбивых растений. Даже если у вас маленькие, вот такие вот вам прислали саженцы какие-то, чуть-чуть больше, все равно сейчас уже время, это средняя полоса, северные регионы, будут дальше продолжаться понижение температур, будут резкие, где-то потепление какой-то короткий период, потом снова будет вот эти снежные зимние шторма будут идти. У нас в октябре очень сильно такая обстановка, с 6 октября начинается серьезная, когда 4 планеты очень важных, которые, одна это Плутон, которые очень сильно влияют на погоду, поэтому у нас будут такие вот перекосы, качели, скорее всего, с погодой. И, естественно, растения, которые вы, допустим, теплолюбивые, посадите просто в землю, они могут погибнуть. Что делать? Я даже живу на юге, если поздно получаю вот эти растения, вот я вам сейчас покажу, что я делаю. Не только вот садовые растения, тоже клубнику. Кстати, вот эту клубнику можно по-другому, не высаживать в открытый грунт, а по-другому с ней поступить. Что можно сделать? Сейчас я вам покажу. Берете обычную землю, там, где будут расти у вас вот эти саженцы. Снова же, это как пример, просто у меня ничего другого нету. Я хочу вам показать и подсказать, что нужно делать. Берите горшки.
Можно побольше, повыше. Для этого саженца нужно побольше, естественно. Видите, где у нас корневая система? Значит, выше должен быть. Горшки сейчас есть, старые ведра. Берете эти горшки и берете. Кстати, для клубники можно меньше, но мы посмотрим, как саженцы. Вот сейчас кто-то мне написал, теплолюбивые растения получили, что делать? Они такие малыши. И что я с ними могу сделать? Значит, что делаете? Берете землю садовую, влажную. Можно чуть-чуть добавить кокосового субстрата. Можете чуть-чуть перегноя, сыпец. Вот чуть-чуть, это немного будет. И берете, вот, например, вот это, нет, меньше, потому что корневая система, так как росло растение, вот так вот это растение на такую глубину должно быть и в горшке. Что я делаю? Беру и высаживаю в горшке. Это, кстати, очень хорошая вещь. Я очень активно использую в последние годы для разных растений. Замечательно получается. И сейчас я вам покажу, что дальше будет. Вы высаживаете в благоприятный день. У нас благоприятные дни как раз в Тельце дальше идут. Вам не надо ждать погоды, потому что во многих регионах, я смотрю, снег, где-то идут уже дожди такие, и в сад невозможно выйти, но вы можете, у вас есть теплица, где-то земля, но должна быть именно та земля, которая будет служить дальше для этого растения. То есть ваша местная земля, в которой будут жить вот эти растения. Вы посадили, это дальше у нас телец, пролили водичкой, не заливайте много, пролили, вот уплотнили землю. И дальше мы идем с вами в сад или место, где у вас может там вот не заливается, не затекает, не собирается вода. Это не север, лучше с южной стороны. И можно вот там прикрыть. Но сейчас мы с вами дальше рассмотрим, я покажу варианты, возможные варианты, как можно вот эти растения, кстати, можно и клубнику точно так же посадить. Я просто-напросто тут показываю принцип, не то, что это у меня будет посажено, у меня будет по-другому. Я вот это саженец, кстати, посажу, но чуть-чуть позже. Он здесь у меня побудет, потому что сегодня не его день, я его пересажу в благоприятный период. Я люблю вот такие лучше высаживать, когда уже корневая система готова. Ну и мы сейчас с вами пойдем в сад, в огород. Я покажу, что мы можем сделать, вместо того, чтобы высаживать в таком виде. И при сильном понижении температуры такие растения будут погибать. Ну а мы с вами сделаем так, чтобы они выжили и в следующем году принялись и порадовали вас своими зелеными листочками, а затем через несколько лет и плодами или ягодами. Так мы выбрали сухое место, где не затекает вода, и берем, выкапываем ямку. Ямка должна быть чуть-чуть глубже вот этого горшочка. Сейчас объясню, почему. Вот смотрите, мы выкопали и устанавливаем этот горшочек вот в землю. Ну, если это клубника, то должно быть выше. Ну, заберем клубнику. Вот, это у нас саженец садового растения. И засыпаем. Вокруг это все засыпаем. Снова же выбирайте место такое, где вам удобно, чтобы вы могли потом, когда вот идет холод, вот снежный шторм, обычно за сутки мы уже знаем, что у нас в прошлом году в январе месяце именно в течение суток температура от +3 поменялась утром до -12, даже минус было еще чуть-чуть, там времени прошло несколько часов, и у нас уже было в самом-самом пике -18. Так что просто-напросто что может быть? Это вот один из вариантов. Что мы берем? Вот мы закрыли, влага там есть. Растения в это время будут себе спокойно, еще хорошие периоды будут. Она осенью будет формировать белые такие корешочки. Вот меня как раз видно тут хорошо вот этот сорняк.
Вот. Растения, когда уже в земле попадают, в благоприятное время, посадили, начинают формироваться белые корешочки. И в этом горшочке уже эти корешочки будут расти. И это очень хорошо. А если вы просто высадите, и вдруг там пересохло или еще какие-то проблемы, естественно, да, в горшочке тут можно еще будет и поливать. Но если вы уже полили, не заливайте. Лишняя влага – это грибковые заболевания, это корневые гнили, несмотря на то, что это осень и зима. Это тоже будет очень нехорошо. Что дальше? Вот вы видите, что если идут температуры, такие циклоны с несколькими минусами, там до 10 градусов, это не страшно, вы просто-напросто присыпаете. Вот так. Я так розы свои таким образом засыпала. Можно вот так их хорошенько земелькой присыпать. Вот, смотрите, какая красота. А здесь засыпать можно и тоже еще или земля, или же можно присыпать листьями. Побольше листьев. Естественно, если у вас есть мышь или какие-то другие грызуны, вы, естественно, можете сюда присыпать, еще подсыпать каких-нибудь вот этих сейчас кормежек, зернышки отравленные или что, ну, для того, чтобы мыши не повредили, не залезли зимой. Это вариант, где минус 10, это нормально выдержит. Но вдруг у вас, да, кстати, можно еще и домик такой построить. Засыпать, пространство сделать какое-нибудь. Это тоже, как мы инжир укрываем, большие делаем. А здесь можно просто маленькие, небольшие сделать и тоже укрыть. Еще вариант. У вас идет снежный шторм, и температуры очень низкие будут. Что делать в таком случае? Я беру очень аккуратно. В прошлом году вот это у нас было. Я успела с Александром это очень быстро сделать. У нас было все в горшках. И мы в теплицу все перенесли. Буквально очень быстро. Итак, берем, у нас прогноз такой сложный. Очень сильный мороз. Кстати, если снег, то не страшно. Может выдержать. А у нас не было снега, просто голая земля. И мы вот таким образом повытягивали и перенесли все горшки в теплицу. И накрыли еще в теплице. Можно, кстати, в любое помещение хозяйственное, где там пару минусов будет. Затем, когда уже прошел вот этот циклон, можно вынести снова на улицу, снова же оставить вот этих ямках. Или же оставить где-то в сухом помещении, где у вас там темно. Обязательно, чтобы темно, чтобы не пошло и не тепло должно быть. Потому что начнут расти ваши растения, пойдут почки в рост, и нам это не надо. Поэтому условия такие приближенные к зимним, и можно вот оставлять спокойно вот эти растения на вот этот период сильных морозов. Затем потеплеет чуть-чуть, уже будут нормально чувствовать все растения. Посмотрите, что уже, ага, есть уже близко весна, пахнет весной. Снова же в горшках выносите, снова в горшках в землю отправляете, снова вот таким образом закрываете. И пусть оно там себе наращивает корневую систему, это растение. И только когда уже будет тепло, уже в июне, уже и почечки пойдут, вы можете спокойно вытянуть это растение, поливайте уже потом. Не вздумайте зимой поливать, корневые гнили тут как тут. И уже вы увидите, там будет, как я вам показывала, клубничка, будет закрытая корневая система. Вы просто сделаете перевалку на место жительства постоянное, где у вас в саду уже будут эти растения расти. А пока можете просто-напросто сделать отдельно эти ямы, где будут, вот, заправить эти ямы, и они будут готовиться к тому, чтобы уже в теплое время можно было вот перевалку сделать вот этих растений. Я думаю, что я вам показала один из вариантов, которые можно использовать, даже несколько вариантов, которые мы используем и не раз уже использовали, и они приносят хорошие результаты. Самое главное, вы сохраните очень дорогостоящие теплолюбивые растения, и не только теплолюбивые, в эту сложную зиму, которая надвигается на нас, которая будет нам предоставлять много испытаний. И потом весной уже нормально, летом ваши растения войдут в ритм, и вы уже их высадите, и они к следующей зимовке подготовятся
они начнут, и корневая система у них уже будет готова, начнут расти, вы их подготовите, и уже в следующие годы, ну, кроме теплолюбивых, их все равно надо укрывать, ваши растения будут уже в саду находиться и расти. Ну что ж, Раиса и Александр подготовили ответы на ваши вопросы. Мы вам показали, что такое открытая, что такое закрытая корневая система. И показали, каким образом можно сохранить вот эти дорогостоящие саженцы, которые вы сейчас получаете, и розы, и плодовые, и ягодные, и тот же гранат, инжир. Все это можно спокойно сохранить вот таким образом. Если уже есть открытая корневая система, высаживайте. В ближайшие дни у нас есть агрогороскоп на время убывающей луны в знаке Телец. Это сразу после зажженного пути полнолуния. Время супер, проверено, хорошо получается. Высаживайте, пусть оно все воспринимается и потом радует вас плодами и ягодами райского вам сада. До новых встреч на нашем канале.